Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор по альстромерию на примере вот этого прекрасного цветочка. Называется он Мулан. Так, убираем пока это. Вот купили мы этот цветок. Посмотрите, в каком он состоянии. Здесь немножко подвявшие. Это ничего страшного, потому что, принеся альстромерию домой, первое, что нужно сделать, нужно осмотреть ее и удалить все ненужные веточки. Вот сейчас мы начнем. Как я уже рассказывала, делаем мы эту процедуру вот так вот. Зажимаем одной рукой пальцами веточку у основания и выдергиваем. Посмотрите, вот все вот эти веточки, все их нужно удалить. Вот так вот выдергиваем. Не забываем смотреть. Возможно, что-то выдернется с кусочком корешка. Здесь один еще. Это сделать нам необходимо для того, чтобы простимулировать рост новых побегов. Ну вот этот тоже он уже отцветший, его тоже удалим. Здесь на концах вот зачатки бутонов. Вот можете видеть, такие веточки мы оставляем. Это отцветшие. Вот посмотрите, соцветия. Коробочки. Говорят, что альстромерии завязывают семена и размножают семенами. У меня никогда не получалось. Я ни разу не видела семян на своих альстромериях. Хотя и пыталась не удалять отцветшие, чтобы... Сейчас вот смотрите, какой хороший росточек новый идет. Такой толстенький. Это обязательно будет с бутонами. А вот эти мелкие, для этого мы эти мелкие и удаляем, чтобы провоцировать. Вот смотрите, вот здесь еще идут молодые побеги. Вот тут. Видите? Эти мы все ненужные побеги мы все удаляем. Я его весь осмотрю. Вот посмотрите, здесь тоже. Сейчас вам поверну. Вот смотрите, отцветший веточка. Вот посмотрите, что я хотела вам показать. Вот оторвался вот с таким кусочком почки. Такую веточку я не выбрасываю. Я ее прикопаю в горшочек. Вот оставлю один или иногда два листочка. Я его прикопаю прям. Сейчас я закончу с горшком и покажу вам. Тоже отцветший. Убираем все ненужные здесь листочки, чтобы не провоцировать гнили, если будет загущение. Так. Сейчас еще посмотрим.
Вот таким образом мы должны поступить с любой альстромерией, которую мы купили. И продолжать дальше. Когда вот эти отцветут, их точно так же надо будет выдернуть. И это будет стимулятором для вот таких замечательных новых побегов. Здесь у меня всегда есть наготове горшочки, когда я занимаюсь в альстромерией. Покажу еще раз вам. Вот такая почечка. Это не обязательно, не 100%, что он даст корешки и приживется. Но я такие не выбрасываю. Иногда это очень хорошо работает. Закапываем не очень глубоко, на 1 сантиметр. Ну и обычно я потом подпишу. Обычно я ставлю прямо рядом с этим горшком, которому это принадлежит. Так, сейчас мы продолжим то же самое с другим цветком. Вот тоже, посмотрите, как цветет, красиво. Но здесь тоже очень много веточек, которые нужно удалить. Название этого цветка Клэр. Вот, когда я его покупала, он был чисто белый, потом вот как-то он выгорает, вот такой вот цвет отдает немножко в желтизну. Здесь то же самое. Вот отцветший побег. Мы его удаляем точно так же. Вот смотрите, что получилось. Вот когда альстромерия посажена высоко, то может она вот так вот выломаться. Вот посмотрите. Здесь у нас кусочек корневой шейки с почками и листочки. Такой посадочный материал 100% будет расти. Ну вот это вот я сразу удалю, поставлю в вазу. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не поломать другие хорошие почки. Так это. И здесь мы удаляем лишние листочки. Вот так. Немножко оставим для фотосинтеза. Как я говорила, у меня всегда приготовлены горшочки заранее. И закапываем. Так, посмотрим, что здесь еще у нас еще осталось. Здесь вот улиточку нашла. Вот если вы заглянете сюда вовнутрь, увидите, что идут новые ростки. Вот. Вот. Уже с бутонами. Вот еще. Это как раз то, что будет цвести, когда цветут вот эти. И то, что сейчас мы убрали лишние ветки, это тоже простимулирует рост новых побегов. Вот так вот, друзья, неожиданно с одного куста у меня получилась вот такая еще одна деленочка. Ставим это обратно. Ну, вроде все, что я хотела вам сегодня рассказать. Выращивайте альстромерии, не бойтесь их.
Посмотрите, они довольно-таки простые в уходе и очень красивые. Подписывайтесь, если вам интересно. Если вы хотите тоже вырастить такую красоту у себя в саду, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Будем вместе выращивать астромерию.